Всем привет! С вами снова я, педагог и саксофонист Андрей Степанов Lucky Sax. Я рад тому, что вы по-прежнему на моем YouTube-канале и продолжаете изучать основы джазовой импровизации. Джаз – это естественная музыка. Импровизировать, играть джаз – самый естественный способ создания музыки. Задолго до изобретения печатного станка люди исполняли музыку на различных инструментах, и каждый считался ее творцом. С течением столетий искусство импровизации постепенно уступало место печатному листку. В 21 веке искусство импровизации сохранили джазовые музыканты, и сегодня мы, как и профессиональные джазовые музыканты, будем учиться соединять аккорды различных ступеней. На прошлых уроках мы освоили и отработали обыгрывание аккордов тоники и доминанты. Только представьте себе, насколько богаче и красочнее станет ваша импровизация, когда мы последовательно соединим в музыкальном примере оба этих аккорда. Давайте для настройки на занятие ознакомимся с нашим новым музыкальным примером. Казалось бы, что наши знакомые те же 4 такта, но теперь они звучат совсем иначе. Обратите внимание, что над тактами появились буквенные обозначения Т и Д. Именно этими буквами в музыке обозначаются аккорды 1 и 5 ступеней. Напомню, что в тональности до мажор тонический аккорд состоит из нот до, ми, соль, а аккорд доминанты состоит из нот соль, си, ре. Давайте скорее начнем импровизировать в рамках нашего примера. Напомню, что сначала мы будем использовать только целые длительности, каждая из которых длится по 4 удара метронома. 1, и, 2, и, 3, и, 4, и. Я покажу вам свой пример, затем вы импровизируете ваш. Поехали! Вот вы и сделали свой первый шаг по направлению к насыщенной разными аккордами импровизации. Молодцы! Современный джазмен уже не таков, какими были его коллеги из прошлого столетия. Влияние образования, звукозаписи, видеозаписей и джазовых фестивалей распространило эту музыку среди многих людей. И каждый, кто попытается музицировать, имеет все шансы. В течение многих лет миф о том, что это либо есть, либо нет, превалировал в музыкальных кругах по всему миру. Тому, кто хотел играть джаз, нужно было или родиться в музыкальной семье, или благодаря какому-то чудесному везению попасть в правильную среду, в которой он мог бы услышать последние достижения и находки, развивать музыкальный слух, учиться звучать по-джазовому. Время доказало, что эти идеи, как бы не были популярны, ошибочны. Они никогда и не были истинными. Хотя так считали многие музыканты. Когда люди из немузыкальной среды, не имеющие джазового окружения, стали играть эту музыку и играть ее хорошо, всем пришлось по-новому взглянуть на сам процесс импровизации. Именно на основе этих новых взглядов и построен наш курс.
Именно по этой причине я и уверен, что в конце курса вы научитесь импровизировать и создавать свою собственную музыку. Давайте закрепим уже имеющийся у вас навык следующими половинными длительностями. Напомню, что половинные длительности – это такие, которые длятся 2 удара метронома. Раз и, 2 и. Целые и половинные длительности в импровизации дают вам возможность останавливаться на главных нотах и наслаждаться их звучанием. Итак, слушаем мой пример, а затем вы играете ваш собственный. Молодцы! Видите, вы отлично справляетесь с заданиями. Поздравляю! Вот некоторые из элементов, которые сделают вас хорошим импровизатором. Огромное желание импровизировать, серьезное слушание джаза в записях и на концертах. Сегодня я оставлю в описании к видео список исполнителей на саксофоне-баритоне. Метод занятий. Чем и как заниматься. Об этом я рассказываю и показываю вам каждое занятие. Занятие и импровизация под аккомпанемент живой группы или минусовки. Ссылки на фонограммы вы можете найти в описании к видео. Самоуважение, дисциплина и целеустремленность. Кстати, приглашаю желающих присоединиться к нашему первому бесплатному курсу импровизации. В конце урока я покажу вам примеры импровизации тех, кто уже присоединился к нашему курсу. Ссылки вы найдете в описании к видео. Я жду именно вас. Не бойтесь и начинайте импровизировать прямо сегодня. А сейчас перейдем к четвертным длительностям. Напоминаю, что четвертные – это такие длительности, которые длятся всего 1 удар метронома. Раз и. Слушаем мой пример, затем вы сочините ваш собственный. Вперед! Отлично! Вы проработали вариант с четвертными длительностями. Четвертные, 8-е и 16-е длительности обеспечивают вам разнообразие и движение в музыке. Джазовые музыканты всегда играли музыку, звучащую внутри них. Это не какие-то особенные, одаренные люди, которые от рождения имеют больший талант, чем все остальные. У них просто больше целеустремленности и самодисциплины. Способность воспроизвести свои идеи на инструменте приходит с практикой. Когда идеи заканчиваются, слушайте других музыкантов. Радость от новой музыки вместе с работой воображения способствует рождению свежих музыкальных идей. Ответ на любой музыкальный вопрос можно найти в аудиозаписях, поэтому так важно слушать музыку, особенно начинающему импровизатору. Обычно учиться импровизации начинают на таких пьесах, как «Блюз в си бемоль» или «Фа мажор», «Satin Doll», «Maiden Voyage» или «Summertime».
В этих темах нет сложных ритмов и гармоний. С ними легко освоиться и начать импровизировать по гармонической сетке. Итак, переходим к отработке ваших навыков, используя целые, половинные, четвертные и восьмые длительности. Слушаем мой пример и создаем ваш собственный. Ну вот, получилось просто отлично. Поздравляю! Очень важно в каждом такте играть главные ноты того аккорда, который указан над нашим тактом. Так вы наиболее точно подчеркнете исполняемую гармонию в музыкальном примере. Собственно, главные ноты – это некие островки, по которым вы будете прыгать на протяжении всей импровизации, на протяжении всего соло. В каждом такте главные ноты разные. В этом-то и заключается искусство импровизации. То, насколько изящно вы сможете применять ноты и технические обороты, искусно подстраиваясь под изменения в гармонии. Теперь добавим 16-е длительности. Вы должны успеть сыграть аж 4 16-е в течение одного удара метронома. Пока что это самые мелкие длительности, которые мы используем. Слушайте мой пример, усваивайте его, а затем создавайте ваш собственный. Вы просто отлично освоили соединение двух аккордов – тоники и доминанты. Я очень радуюсь вашим успехам. Не забывайте слушать записи известных исполнителей. Вы найдете список солистов в описании к видео. Качайте примеры и минусовые фонограммы на сайтах Boosty по подписке и Patreon. Присоединяйтесь к нашему курсу. Начните импровизировать уже сегодня. В конце сегодняшнего занятия я предлагаю вам прослушать и оценить примеры самых первых шагов импровизации студентов курса для начинающих. Можете оставлять комментарии под видео. Всем хороших занятий! Отрабатывайте примеры сегодняшнего урока. Жду вас на следующем занятии. Пока-пока!